Привет! Вы смотрите Афорт подкаст, подкаст о сознании и жизни воплощенного мастера на Земле. И с вами я, Ирина Дрофа. В одном из своих предыдущих видео я рассказывала про апокалипсис и Heaven's Cross. Сегодня я хочу немножко продолжить эту тему и рассказать о тех, без кого это событие не было бы возможным, о Realm Workers. А, Если переводить буквально на русский язык, Realm Workers — это работники реальности. Это люди-мосты, которые на протяжении многих лет, кто-то на протяжении последних 30 лет, кто-то на протяжении последних 15 лет занимался тем, что строил мост между реальностями. У меня тут еще соведущая, маленькая румынка Туца, которую недавно стерилизовали, поэтому она такая нарядная в этом огромном пластиковом воротнике. Туц, пожалуйста, не мешай. А, так вот, эта тема важна для меня, и она для меня личная. И сейчас расскажу по порядку обо всем. Young Workers — это души, которые еще до рождения в этой текущей жизни, так сказать, записались в лист волонтеров, добровольцев, кто хотел поучаствовать в апокалипсисе, в поднятии завесы сознания, соединении человеческого с божественным. И приходя на Землю в эту текущую жизнь, мы подозревали, что вот-вот уже человеческое сознание близко к тому, чтобы сделать это событие возможным. И мы записались в такой лист ожидания, сказав: окей, если это произойдет, то мы готовы поучаствовать, мы готовы поработать. И работа реалворкера заключалась в том, чтобы, находясь здесь, на Земле, в теле, и живя земную жизнь, участвовать в поднятии завесы. И над этим работали одновременно как люди, находящиеся на планете, так и ангельские существа. И недостаточно было бы только работы ангельских существ. Обязательно нужны были те, кто находится на Земле и таким образом укореняет всю эту работу. И работа происходит, как бы это сказать, с двух сторон: и с Земли, и с небес. Трудность этой работы и такой челлендж этой работы заключался в том, что мы, люди, души, которые были воплощены на Земле и проделывали эту работу, мы о ней не знали, не подозревали, не догадывались и не помнили. Одним из основных условий выполнения этой работы было то, что мы не будем этого знать, не будем этого осознавать. Это было важно. И эта работа происходила в жизни тех людей, которые ее проделали, она всегда происходила по ночам. То есть это ты такой двойной агент. Ты живешь человеческую жизнь днем, а ночью ты отправляешься в другие реальности за завесу и помогаешь ее выстроить вот этот мост, вот это соединение, а, и сделать возможным мост между массовым сознанием и божественным сознанием. Это вело к тому, что это реально такая двойная жизнь. Ты выполняешь и роль человека, и роль ангельского существа, которое проделывает дополнительную работу своим сознанием и своей энергией, и своим светом. Очень важно было быть таким духовно зрелым человеком для этой работы, но при этом по части такой земной, материальной жизни ты во многом чувствовал себя нереализованным. Такой очень яркий признак, яркий атрибут реал-воркеров, работников реальностей — это то, что ты постоянно чувствовал усталость годами. И эта усталость, ее было трудно объяснить. Я, например, мой опыт был таков, что я
Последние, наверное, лет 10 чувствовала себя бесконечно усталой постоянно, и я по-всякому пробовала, адаптировать свою работу под и свою карьеру, под свой собственный текущий уровень энергии. Например, я работала на съемках в пандемию, съемки каталогов, одежды крупных онлайн-магазинов, таких как "Ламода", "Wildberries". И у меня была возможность, выбирать рабочие дни. И вот я, постепенно их сокращала, сокращала. В какой-то момент я, поняла, что я могу себе позволить физически, энергетически работать только 3 дня в неделю. И то я уставала даже после этих 3 рабочих дней в неделю. Я их раскидала так, чтобы работать, например, там понедельник, вторник, потом в среду и в четверг отдыхать, и еще 1 день, работать на съемках в пятницу, потому что я реально понимала, что я не вывожу, у меня просто нет сил. Я, при этом много спала. Я спала по 8, по 9 часов в сутки, и, кстати, продолжаю это делать. И для меня всегда было загадкой, что, черт возьми, происходит, почему я все время такая уставшая, почему у меня нет сил. В какой-то момент мне пришлось просто с этим смириться, и, ну, я делала какие-то анализы, я, попробовала все 3D варианты того, что происходит с моей энергией, и, ну, внутри меня было глубокое знание, что, нет, я все делаю правильно, все со мной хорошо, просто это, ну, не знаю, часть процесса, часть моей жизни. В том числе, я была точно уверена, что это напрямую связано с моим личным духовным пробуждением. И, ну, моя версия была такова, что просто это требует реально так много сил. И поскольку я понятия не имела о том, что я работник реальности, realm worker, э, когда эта информация наконец-то была раскрыта, а она была раскрыта для нас буквально перед моментом Heaven's Cross. Я рассказывала о том, что Heaven's Cross, апокалипсис, произошел в марте 23 года, и первую информацию о наличии на планете Realm Workers и об их роли Адамус рассказал только в феврале 23 года. И для многих, как я узнала чуть позже, так же, как и для меня, это стало вот таким вот моментом правды. Просто лампочка в голове зажглась, и это многое объяснило. И Адамус приводил такие черты, такие атрибуты Realm Workers. Это люди, которые, ну, вот так вот записались в этот лист добровольцев, и когда пришел момент начать работу по поднятию завесы, а, это привело к тому, что эти люди стали вести очень такую тихую, незаметную, безвестную жизнь в материальной реальности, в 3D. Это потребовало, ну, реальных таких конкретных жертв на материальном плане. Real workers отличаются тем, что они не могут похвастаться какой-то супер яркой, успешной карьерой или какой-то известной ролью, или даже ролью в семье, которая потребовала бы от реалворкера большого количества энергии и присутствия в 3D-жизни, в материальной реальности. То есть у этих людей чаще всего нет семьи, нет детей и даже нет отношений, потому что они просто истощены, у них нет на это ни ресурса, ни, собственно, запроса, потому что, говоря, например, по себе, а, я знала, внутри, что есть что-то куда более важное в моей жизни, что происходит прямо сейчас. Ну, я часто, например, когда у меня приходили дни рождений, я подводила какие-то итоги, например, там, в один из последних моментов, я помню, мне исполнялось 35 лет в 22-м, да, в 22-м году. И я подводила
ну, такие итоги, что вот, мол, мне 35, у меня ни какой-то яркой успешной карьеры, ни каких-то накоплений финансовых, ни каких-то накоплений материальных вещей, какой-то собственности, ни семьи, ни детей, ни отношений, ни каких-то больших проектов. Ничем из этого я не могу похвастаться. И на уровне 3D реальности меня можно назвать неудачницей и лузером. Но при этом внутри, моя внутренняя жизнь, она настолько богата событиями и достижениями, и я это писала, еще не зная о том, что вообще существует Realm Workers, и не зная, что я себя узнаю в этом описании очень скоро. А, вот, и вот это вот такая дихотомия, с ней было достаточно непросто жить, когда ты, по сути, ну, вот так вот проводишь такой ассессмент своей жизни, ты понимаешь, что ты как-то так вот лузер, а при этом у тебя куча талантов, у тебя куча идей, но у тебя всегда нет сил на их реализацию, и даже когда ты себя пересиливаешь и через усталость пытаешься что-то реализовывать, ты очень быстро приходишь к ощущению и к осознанию того, что да это все так неважно, это все такая мелочь, это все по сути, не имеет для тебя какой-то большой ценности по сравнению с тем, что происходит в твоем внутреннем мире, в твоей внутренней жизни. И, каково же было моё огромнейшее такое облегчение, такой ага-момент, а, сопровождающийся очень сильной при этом такой телесной реакцией, прям до слез. Вы знаете, когда бывает, когда ты что-то вдруг обнаруживаешь, у тя случается какой-то важный инсайт, или ты что-то вдруг в себе видишь, чего ты не видела, и что влияло на твою жизнь, что тебе, возможно, было тяжело увидеть или было очень важно, но какие-то внутренние барьеры и убеждения не давали тебе, встретиться лицом к лицу с этим, может быть, страхом, а может быть, травмой какой-то забытой. У тя случается вот этот вот ага-момент, который сопровождается таким ощущением огромного облегчения. У меня это всегда через слезы происходит. Это такой для меня самый легкий и экологичный способ освобождать энергию. И вот когда, появились первые статьи и первые ченнелинги Адамуса о Realm Workers, я почувствовала именно вот это вот огромное такое облегчение, что ага, так вот оно, тогда понятно. И затем произошел Heaven's Cross в марте 23 года, и многие, ангельские сущности, не только Адамус, говорили о том, что: "Ребята, ваша работа закончена. Вы Realm Workers, работники реальностей, души, пришедшие на Землю, в человеческое тело в это время, чтобы произвести эту работу. Ваша миссия выполнена. Теперь пришло время просто продолжать оставаться на планете Земля, жить, наслаждаться материальной жизнью, которая так долго была у вас в не в фокусе, так скажем, не в приоритете, уделить, наконец, внимание своему физическому телу, своему здоровью, своим удовольствиям, а, отношениям, путешествиям, проектам, бизнесу, деньгам, собственности, да чему хотите. Просто наслаждайтесь, наконец, жизнью в материальном мире. Была разная реакция у Realm Workers. Например, вот моя реакция была такая: "Господи, ну наконец-то!" Ну, реально было такое ощущение вдохновения и радости, и освобождения, и облегчения, что ну все, вот теперь понятно, почему у меня ничего не получалось. У меня так долго, так много лет не было сил ни на что, ни на тело, ни на спорт, ни на бизнес, ни на реализацию своих идей, ни на отношения. И вот, наконец-то, окей, теперь понятно, теперь появляется такая большая надежда, что наконец-то я начну жить свою собственную жизнь. Но также были и те, кто там постарше меня намного, а, люди, которые узнали себя в Realm Workers тоже. И для них это был такой момент потерянности, как будто бы
у тебя все эти годы была большая-большая миссия, которую ты, может быть, даже не осознавая, выполнял и чувствовал все равно какое-то ощущение важности и цели, а теперь все закончилось. И что? И как теперь? И где? Чё, идти искать новую миссию или что, покидать эту планету? Вот было много таких разговоров среди Шамбры, которые узнали себя в Realm Workers. И, собственно, и никто не знает, что дальше. С момента Heaven's Cross прошло 2 года, и это вот тот временной отрезок, в который мы наблюдали, как будет происходить, как будет развиваться теперь жизнь. Действительно ли станет легче, интереснее, приятнее жить? М, Многие действительно чувствовали вот эту потребность в поиске какого-то нового, типа, важного занятия, большой глобальной миссии. Про себя лично я могу сказать, что мне действительно прибавляется сил. Я действительно чувствую себя более сфокусированной на жизни здесь, на Земле, в материальной реальности, на своей телесности. Я последние 1,5 года активно занимаюсь спортом и чувствую, как во мне появилась энергия просто на это, у меня реально появились силы и какой-то кайф чувствовать себя в теле. И какое-то забытое приятное ощущение на самом деле. Последние 10 месяцев я путешествую, и тоже на это нужны, на самом деле, большое количество сил, и на это нужно постоянное внимание. Ты не можешь быть где-то отлетевшим и таким наполовину присутствующим в своей собственной жизни в условиях постоянного путешествия, когда у тебя все время все новое и требует твоей вовлеченности, твоего постоянного участия. Вот, наконец, для меня сейчас эта жизнь стала возможной, и я могу сказать, что я действительно чувствую разницу. И, как говорится, то ли еще будет. Я чувствую, что те идеи, которые рождались у меня на протяжении последних лет 15, они все это время, они то загорались снова во мне, то возникали вновь в моей голове, то уходили куда-то в тень, так скажем. И вот я чувствую, как сейчас снова многие из старых таких моих идей, они снова ко мне возвращаются, и это а, дает мне уверенность в том, что эти идеи по-прежнему ждут меня, для того, чтобы я их реализовала. И я наконец-то начинаю ощущать вот это вот наличие во мне не только вдохновения, но и таких материальных возможностей. А самое главное, наша материальная возможность — это наличие энергии и здоровья для того, чтобы реализовывать жизнь нашей мечты. Вот такая моя личная перспектива на Real Workers. Если вам откликается, если вы тоже узнаете в этом себя, пишите об этом в комментариях. Я добавлю в описании к этому видео ссылки на источники, на статьи. Они на английском языке, но мы живем в 21 веке, в 2025 году, когда это вообще не проблема перевести. Так что я с удовольствием поделюсь, чтобы у вас была шире перспектива на то, кто такие Realm Workers. Обнимаю.